Привет, физкультурники! Как ваше ничего? Что, сегодня выдался свободный вечерок, я решил сходить потренироваться на улицу, на море, давно не ходил, тем более жара уже вроде чуть-чуть спала. Вот. И по дороге решил еще остановиться и записать вам сегодня видео вот с улицы, а не из зала, как обычно. Итак, сегодня мы продолжаем запись нашей стабилизации, нашего кора, все, что с этим связано и как правильно с этим работать. Друзья, те, кто со мной до сих пор не знаком, я Гоша, сам занимаюсь кроссфитом и всем, что с этим связано, занимаюсь, тренирую, окей. И, друзья, если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно, по YouTube полезно для продвижения. Ну что, народ, погнали, начинаем. Итак, те, кто не видели прошлое видео, я обязательно постараюсь не забыть и прикрепить линк под него, чтобы вы не прыгали, не начинали со второго, потом переходили на первый, чтобы у вас был какой-то порядок и понимание того, о чем мы говорим. Итак, я только немного напомню, что в прошлом видео мы разговаривали с вами о стабилизации нашей средней линии. Сегодня мы продолжаем тему, и сегодня мы говорим о коре, о нашем ядре. Для чего оно, что оно, как оно работает, ну и все, что с этим связано. Итак, друзья, что мы должны понимать в самом начале? В самом начале мы должны понимать очень простую вещь. Наша вся сила идет от ядра. Окей? Ни одно движение, практически в любом виде спорта нету такого, чтобы вы делали какие-то движения чисто руками. Ну, может быть, какие-то, конечно, есть, я просто сейчас сидеть, ломать голову, вспоминать не буду, но в большинстве случаев мы всегда действуем от нашего ядра. Мы всегда передаем нашу силу от ядра в конечности. То есть, что мы делаем? Мы передаем нашу силу от более больших мышц, даже не более больших, а более сильных мышц, но более медленных, к мышцам более быстрым, но немного слабее. Окей? И передавая эту энергию, если мы все сделали правильно и как надо, она передается достаточно быстро, резко и помогает нам выполнять движения как можно более качественно. Итак, друзья, первое, что мы должны знать, что так как мы вот с вами в прошлый раз говорили про стабилизацию нашей средней линии. И первое, что мы должны запомнить, что передача этой энергии из нашего кора или из нашего ядра, она, если наша средняя линия нестабильна или в неправильном положении в каком-то, или просто слабая, передача нашей энергии от ядра к конечностям уже изначально будет более слабая. То есть это обязательно нужно запомнить. То, что мы с вами обсуждали, что нужно держать правильно спину, в правильном положении, при определенных движениях, где это нужно и как нужно. То есть в каждом движении это идет по-своему. Окей, держа правильно и фиксируя правильно нашу среднюю линию, благодаря этому передача от ядра дальше будет уже проходить намного лучше и намного качественнее. Дальше, второе. И передача силы обычно идет по определенному порядку. То есть мы вначале начинаем с ядра, оттуда энергия идет уже в бедра, оттуда, например, если мы смотрим вниз, это колени и стопа, если мы смотрим вверх, это плечи, локти и кисти. Окей? То есть если мы во время движения должны выполнить, скажем, выпрямление ног полностью, то есть у нас идет энергия от бедра, от кора к бедрам, к коленям и так далее. Если мы в этом порядке, скажем, выполнили движение коленом быстрее, чем закончило движение бедро, то наша передача энергии будет сбита. И она уже будет намного слабая и намного проще. И, ну, даже не проще, она будет просто намного слабее. И благодаря этому, это не благодаря этому, это из-за этого, да, друзья, из-за этого наше движение, которое мы выполняли, у нас либо не получится это упражнение, либо получится более сложно, потому что нам придется компенсировать то, что мы потеряли энергию, или компенсировать как бы за счет чего-то другого, да. И, естественно, движение само будет уже некачественным. То есть надо понимать, что энергия, она когда выходит с точки А, проходя все суставы до конечной своей точки, должно проходить полностью, выдавая максимум. То есть мы зафиксировали спину, мы, скажем, делаем рывок, да, мы сработали вначале, вот наш кор, он крепкий, сильный, мы напряглись, мы выравниваемся вверх, да, то есть мы выравниваемся резко вверх. И энергия пошла в таз. Таз идет прямо, да, то есть мы поднимаемся вверх, таз держит, наша спина зафиксирована, мы держим ровно спину, поднимаемся вверх. Энергия пошла от кора, идет к тазу. Как только таз выпрямился, только после этого, в секунду после этого выпрямляется колено. То есть движение идет так, что оно идет практически одно за другим. Таз с коленом практически одновременно выпрямляются. То есть наши все суставы в таком движении, как рывок, выпрямляются практически одновременно. Но все равно есть вот эта последовательность. Таз
колено. И если человек, и это я много вижу на тренировках, да, если, скажем, подопечный, он, выполняя это, не выпрямился еще полностью в тазу, то есть он не закончил движение, он не выдал максимум своим тазом энергии и мощи, которую он может, но его колено уже выпрямилось, что получается в конце? Получается, что движение недостаточно мощное, недостаточно сильное, и его рывок может либо не получиться, либо получиться кривым, косым или там, не знаю, еще каким-то, да. Поэтому вот эта последовательность, она очень важна. Возьмем там тот же бокс, да, все вы знаете, что человек, когда бьет, он не просто бьет кулаком, да, он бьет, движение его начинается с таза. То есть идет вначале разворот мощный тазом, подворачивание, после которого идет уже, включается с одной стороны нога, которая упирается, добавляя энергии в землю, переходит вверх, который идет уже в плечо, от плеча в локоть, от локтя в кулак, и пошло движение. Правильно? То есть если такой человек возьмет и просто в боксе попробует не включить свой таз в работу и не включить все тело и мощь своего тела, а просто ударить рукой, его удар будет достаточно слабый и неэффективный. Естественно, это повлечет за собой какие-то последствия. Поэтому, друзья, это очень важно запомнить и понять. Первое, стабилизация средней линии. Вторая, работа кором должна идти по последовательности от центра к конечностям. И третье, это то, что они должны выпрямляться все подряд по тому, как они идут. Таз, колено, стопа, либо таз, плечо, локоть. Да? То есть любое вмешательство в это, любая вещь, которая может куда-то свернуть влево, вправо или какой-то из суставов выйдет в работу раньше, чем он должен, приводит к тому, что у нас будет движение плохое или, может быть, даже просто не будет выполнено как надо. Итак, друзья, видео как бы без каких-либо демонстраций, это просто вот такие вот объяснения. Надеюсь, вам было понятно и ясно. Если еще остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Ну а я с вами буду на этом прощаться, друзья. Увидимся в следующем видео, и да пребудет с вами сила, народ. Пока. А я пошел делать гимнастические. Сегодня у меня тренировка по гимнастике возле моря, а потом плавание. Бай.